После сбора и обработки урожая яблок фермеры столкнулись с непростой проблемой: что делать с отходами. Площадь плантации была огромной, а на сбор урожая было задействовано несколько сотен рабочих, использовавших как ручной труд, так и механизмы. К тому моменту, когда яблоки были собраны, на земле оставалось множество испорченных плодов, кожуры, семян и других остатков, которые не могли быть использованы. Утилизация таких отходов стала настоящим вызовом. Фермеры пытались найти решения, но все методы были либо слишком затратными, либо неэффективными. Тогда на помощь пришли ученые. Они предложили смелую идею. Вместо того, чтобы уничтожать отходы, их можно было бы перенести в безжизненное поле, где росла только сорняковая трава. Это поле было отдаленным и не использовалось для сельского хозяйства, и никто не ожидал, что оно когда-либо станет плодородным. На протяжении нескольких месяцев в поле было привезено около 25 тысяч тонн испорченных яблок и отходов, аккуратно распределенных по всей территории. Поначалу казалось, что это лишь временная мера, и фермеры надеялись, что они решат проблему утилизации отходов хотя бы на короткое время. Но результат превзошел все ожидания. Прошло несколько лет, и поле, которое когда-то было безжизненным и покрытым лишь сорняками, начало изменяться. Микроорганизмы и полезные бактерии начали перерабатывать яблочные отходы, превращая их в органическое удобрение. Вскоре на этом месте начали расти новые растения, а через 10 лет здесь появились первые яблоневые саженцы. Странно было наблюдать, как из пустого поля вырастали полноценные деревья. Через 20 лет, вместо того, чтобы увидеть унылое и заброшенное пространство, фермеры оказались перед буйным садом, усеянным зрелыми яблонями. Способ утилизации отходов оказался не только экологически безопасным, но и крайне эффективным. Яблоневый сад стал уникальным примером того, как отходы могут быть использованы для восстановления экосистемы. Этот эксперимент стал широко известен в научных кругах, и теперь его успешно применяют и в других регионах, где возникают проблемы с утилизацией сельскохозяйственных отходов. Так фермеры не только решили проблему с отходами, но и подарили жизни целому новому саду. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждет еще много интересного.